Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что BMW Concept XM, первый взгляд, высокопроизводительный гибридный внедорожник М. Поскольку BMW M с нетерпением ждет следующих 50 лет, будущее внедорожники BMW будут искать в этом XM вдохновение. Если есть что-то, что можно вынести из презентации BMW Concept XM 2023 года, так это то, что модели BMW X будут более интересными в движении вперед. Нельзя сказать, что внедорожники BMW были чем-то близким к скучным, но если его стандартные внедорожники, извините, его спортивные автомобили, не оставили сильного впечатления, это изменится. От скульптурного внешнего вида Concept XM до решительной решетки радиатора и интересных вариантов освещения, Concept XM собирается дать серийному XM нечто экстраординарное, достойное того, чтобы соответствовать. И это еще до того, как вы рассмотрите двигатель V8 и подключаемую гибридную систему, которая должна, по крайней мере, с точки зрения чистой мощности, быть достойной значка BMW M, который он носит. Интересные варианты освещения. Когда мы говорим, что у Concept XM есть интересные варианты освещения, мы имеем в виду не только уменьшенные размеры фар. Хотя это узнаваемый BMW, фары соединены двухмодульной системой фар со светодиодами прожектора в крыше, чуть выше передних стоек. Они следуют за поднятыми буграми в конструкции крыши, которые охватывают нижнюю центральную секцию, которая спускается дальше у заднего люка. По словам BMW, такой дизайн придает четырехдверному внедорожнику купе подобный характер. Дополнительное освещение интегрированного чертания больших отверстий решетки радиатора, а также светится на передней полосе значка KSM. Будет интересно посмотреть, действительно ли какой-либо из этих вариантов освещения подходит для серийной версии KSM. Разделение и инверсия расположения дневных ходовых огней и фар, как мы видим на Concept KSM, это одна особенность, которую гарантированно можно будет увидеть во всех моделях BMW в будущем. То, что вы видите в типичном месте для фар, или там, где вы ожидаете увидеть фары, это просто дневные ходовые огни. Что вы не сразу видите, так это то, что фары расположены под этими ходовыми огнями, они спрятаны за темными тонированными стеклами. Если вы присмотритесь, вы можете просто различить всеобразные формы на стекле рядом с наклонной частью почечных решеток. Это модули фар. Хотя от BMW не подтверждено, что именно так будет работать этот новый дизайн, это резкое разделение коснется и будущих серийных BMW. Задние фонари в выключенном состоянии также закрываются полностью темными стеклами. При активации эти огни выглядят как L-образная линия светодиодов, которая цепляется за заднюю панель. Форма намекает на динамичный корпус Concept KSM. В дополнение к этой идее стекло люка напоминает оригинальный M1, пару вытравленных круглых знаков BMW на вершинах бесшовного стекла, где заканчиваются стойки крыши. Скульптурное тело с мускулистыми акационтами. Concept KSM имеет двухцветную отделку, цветы разделены линией пояса. Сверху KSM окрашен в матово-золотую бронзу, а нижняя часть – в Space Gray Metallic. Черный пояс между нижней частью бокового стекла и верхней частью задней части стекла помогает отделить их и нижнюю часть корпуса друг от друга. Черные передние, средние и задние стойки также придают теплице Concept KSM обтекаемый вид. Чуть выше 23-дюймовых черных колес со спортивной обработкой акцентов. Смелая черная облицовка крыльев, которую носят все современные внедорожники серии X. Здесь эти элементы также плавно переходят в черный передний фартук, рокеры и задний фартук, хотя общая форма наклоненных вперед крыльев предполагает, в первую очередь, нынешний компактный внедорожник Toyota RAV4. Задний бампер имеет встроенный диффузор, а выхлопная система разделена на пары, имитирующие шестиугольники с каждой стороны бампера. Традиционный топливный люк расположен сразу за правой задней дверью на боковой панели, а порт для зарядки аккумулятора расположен за дверцей в левом переднем крыле, прямо перед дверью водителя и под полосатой надписью KSM. Значок. Интерьер Rockstar. Заглянув внутрь Concept KSM, мы встречаем очень эффектный дизайн кабины, который BMW описывает как рок-звезду. Этот дескриптор не обязательно используется из-за диковинного вида, вместо этого, это намек на то, как каждый раздел рассматривается как концертная постановка.
Фронт считается передней сценой, где играет группа, а задняя часть рассматривается как закулисье, где группа может расслабиться и насладиться роскошным комфортом, который приносит современный рок-н-ролл. Перевод. Передняя часть ориентирована на водителя, как и любая модель BMW M. Так что именно здесь происходит больше действий. Честно говоря, на переднем сиденье происходит большая часть действий в любом другом автомобиле, управляемом людьми, но мы отвлекаемся. Водитель окружен приборной панелью, сделанной из состаренной дубленой кожи и отделанной углеродно-медной тканью. Да, странный узор, который вы видите на центральной консоли и главной приборной панели, представляет собой углеродное волокно с медными нитями, смешанными с противоположным поперечным переплетением. Дисплей, изогнутый вокруг водителя, придает концептуальному КСМ истинное ощущение современной кабины и является намеком на будущее разработки BMW, как и передняя часть. Чуть ниже правой части изогнутого дисплея находятся 3 элемента с трехцветными полосами на их нижних краях, просто чтобы напомнить вам о его наследии производительности. Однако за кулисами действительно находится шаг от кабины, ориентированный на водителя, и от пространства, ориентированного на роскошь, по прозвищу M-Lounge. Верхняя часть заднего многоместного сиденья обтянута черной кожей, а нижняя часть спинки сиденья и подушка обтянуты бархатистой тканью сине-голубого оттенка. И бензиновая ткань, и ковровое покрытие с глубоким ворсом имеют ромбовидный узор, который нам кажется скорее ромбовидным, чем настоящим ромбовидным узором. В любом случае глубокие сиденья и темные тонированные задние окна придают M-Lounge поистине гостеприимную и приватную атмосферу, очень похожую на настоящую закулисье. Другой вопрос, ждут ли фанаты MGH этого опыта. В любом случае, полное концертное впечатление подчеркнуто светодиодным акцентным освещением в карнизах крыши, которое придает ромбовому хедлайнеру органичный коралловый вид в каждом из 3 цветов полосам. Еще есть музыка. Концепт КСМ и серийный КСМ будет оснащаться двигателем BMW V8 с подключаемой гибридной системой. Электрификация не только увеличивает мощность бензинового двигателя, но также позволяет в течение периодов почти бесшумно ездить только на электричестве. Хотя никаких официальных данных ЭПА не было объявлено, BMW ожидает, что КСМ проедет до 30 миль в режиме только для электромобилей. Для поклонников М более интересен тот факт, что когда и V8, и его электрический вспомогательный двигатель работают в тандеме, ожидается, что КСМ выдает 750 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 737 футов. Воздух подается к двигателю через двойные отверстия на задней стороне капота, которые выделяются куполами с усилителем, которые поднимаются над решетками и ненадолго разделяются круглым узлом BMW. Ожидается, что производство BMW КСМ 2023 года начнется на заводе в Спартенбурге, Южная Каролина, в конце 2022 года. BMW заявляет, что производство будет производиться там, поскольку США являются самым важным рынком сбыта для нового высокопроизводительного автомобиля. Немецкий производитель роскоши и производительности также заявляет, что серийный КСМ будет очень напоминать демонстрационный автомобиль Concept КСМ, который вы видите здесь, вплоть до большей части его интерьера и экстерьера. Немного замутнив воду, то есть заявив, что все может измениться, если люди будут скучать по внешнему виду концепта. BMW предупредила, что дизайн КСМ не Евангелие. Учитывая, как производственный дебют КСМ совпадет с 50-летием BMW Motorsport, теперь известного как BMW M, можно поспорить, что BMW надеется, что получит этот высокопроизводительный гибридный внедорожник с подключаемым модулем именно так, как он знаменует следующие 50 лет жизни. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.